150 миллиардов долларов потерял рынок криптовалюты всего за один месяц. Да, ребята, цифра, конечно, не маленькая, ведь последние пару дней стали самыми худшими для крипты. Вчера биткоин успел протестировать новый двухмесячный минимум, ниже 28 тысяч долларов, из-за чего его 30-дневный убыток составил 12%. В таком же положении остается и вторая криптомира Ethereum с месячным убытком около 14%. Ну а кто продолжает страдать больше всех, так это рынок альтов. В последний раз мы наблюдали такое сильное падение в начале лета, когда SEC подала в суд на биржу Binance и Coinbase. Но если тогда причина падения была всем понятна, то сейчас у вас, наверное, создается впечатление, что крипта падает просто так. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. И сегодня я вам отвечу на главные вопросы. Почему падает крипта? Что нас ждет дальше? Стоит ли покупать биткоин? И мы также разберем последние новости криптовалюты. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22, где мы обсуждаем только самые актуальные события. Перед просмотром обязательно поддержите ролик лайком, ведь мы его выпускаем буквально через день после нашего прошлого видео. Поэтому чем больше лайков вы поставите, тем чаще мы будем радовать вас новыми видео. За лайки вам заранее огромное спасибо, и без лишних слов давайте начинать. Итак, дорогие друзья, главная тема сегодняшнего видео станет, конечно же, разбор главных причин падения крипты и ответ на вопрос, что будет с рынком дальше. Поскольку мы собрали для вас очень много новостей, то некоторые из них просто не попали в видео. Тем не менее, все важные события в режиме онлайн мы всегда освещаем в нашем телеграм-канале, благодаря которому вы не пропустите ни одну важную новость, отчет или эксклюзивный обзор на ту или иную монету. Подписчики нашего телеграм экономят десятки часов на поиске актуальных новостей, поэтому если ты желаешь получить подробный теханализ на биткоин и узнать, куда будет двигаться крипта дальше, просто подпишись по ссылке в описании. Ну а перейдя к итогам этой недели, мы наглядно видим, что биткоин закрывает ее не только ниже 30, но и 29 тысяч долларов. Этому способствовали различные факторы, и падение началось после того, как на фоне роста индекса доллара выросла доходность по десятилетним казначейским облигациям США аж на 4,31%. Для общего понимания, гособлигации – это обычный кредит государства, в нашем случае США, который вернут вам с процентами, и рост доходности этих облигаций говорит о том, что инвесторы выбирают более надежные активы, а не высокорискованную крипту. Также из-за того, что SEC никак не может принять четкое решение, одобрять ли биткоин ETF или нет, рынок долгое время остается в режиме ожидания, поскольку весь июль, а теперь и половину августа, мы видим очень маленькие объемы торгов, и по данным, волатильность биткоина упала до рекордно низкого уровня. А когда на рынке падает волатильность, ликвидность, торговые объемы и отсутствуют любые положительные новости, мы четко понимаем, что покупать криптовалюту никто не будет, в результате чего многие, кто покупал на локальных минимумах, приступают фиксировать прибыль, тем самым цены падают. И всего за 3 дня общая ликвидация лонгов на рынке составили 260 миллионов долларов, из которых общая часть пришлась, конечно же, на сам биткоин и эфириум. Стоит отметить, что это была самая большая ликвидация, начиная с 5 июня, когда SEC подала иск на Binance и Coinbase. Таким образом, когда лонги по биткоину ликвидируются без давления со стороны покупателей и роста объема торгов, это негативно отражается на его цене. А сами ликвидации начались из-за того, что трейдеры, которые открывали лонги на уровне 31, 30 и 29 тысяч, не могли продолжать добавлять ликвидность в свои позиции и увеличивать сумму обеспечения. Также падение не обошлось и без влияния макроэкономических факторов, потому что фондовый рынок продолжает оставаться красным. Во-первых, это связано с публикацией отчета о розничных продажах в США за июль, ведь он был значительно выше прогнозов, а это может потянуть за собой рост ВВП, что вообще не нужно ФРС, поскольку это только увеличивает риски возвращения инфляции. На фоне этого отчета индекс доллара показал рост, и начались первые резкие снижения крипты во вторник. Но если вернуться на индекс доллара, который всегда движется в противоположном направлении биткоина, то обратите внимание, что он растет на протяжении всей недели, и в среду он показал самый большой рост после публикации протоколов FOMC. Эти протоколы включают в себя главные тезисы заседания ФРС, которое было в июле. В нем было указано, что все чиновники ФРС, кроме двух, согласились повысить процентную ставку на 0,25%. Но самое интересное то, что ФРС до сих пор видят повышенные риски роста инфляции, которые могут привести к большему повышению процентных ставок до конца 2023 года. И сейчас Пауэлл со своими коллегами из ФРС ожидают, что безработица начнет активно расти, а ВВП постепенно сокращаться только к 2024 или даже к 2025 году. Само
Само собой, на фоне таких протоколов доллар улетел вверх, доходность гособлигаций показала рекордный рост, а наша крипта, увы, очень сильно упала. И это особенно касается рынка альтов. Но если бы вы были участником нашей подписки Coin22 Pro, вы бы смогли заработать на этом падении, потому что все участники Pro заранее получили шорт-сделку по монете ADA, где был указан уровень для открытия позиций и точка фиксации от 40% чистой прибыли. Благодаря подписке Pro вы ежедневно будете получать профессиональную аналитику рынка, а также прибыльные торговые идеи, что позволяет вам не тратить лишнее время на анализ. Такой простой формат работы подойдет даже новичкам, ведь чтобы вам было еще проще приступить к торговле, на старте вы получите пошаговое обучение и дальнейшее сопровождение 24/7. С подпиской Pro вы будете зарабатывать как на росте, так и на падении, поэтому чтобы не упустить свою потенциальную прибыль, переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и начни зарабатывать вместе с нами. Собственно говоря, макроэкономическое влияние на крипту продолжается, и ощущается некое дежавю, как будто мы уже это где-то видели. Ну, например, в прошлом году, потому что ровно год назад, в этот же день, биткоин и крипта падали из-за негативных данных по инфляции и угрозы повышения ставок ФРС. Но все не так печально, как может показаться на первый взгляд. Ведь если мы посмотрим на прогнозы ставки ФРС в сентябре, то увидим, что шансы на паузу по-прежнему остаются почти на уровне 90%. И если следующие экономические отчеты, которые нас ожидают до заседания ФРС, будут соответствовать своим прогнозам, то, скорее всего, вряд ли Пауэлл примет решение еще раз повысить ставку, ведь они и так ее подняли до 22-летнего максимума, а в борьбе с инфляцией самое главное это не переборщить. Тем не менее, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, помимо инфляции экономические проблемы создает Китай, ведь недавнее падение импорта, экспорта, а также снижение процентных ставок Народного банка может загнать Китай в рецессию, а поскольку экономика Китая очень тесно связаны с США, экспорт штатов также может сократиться. Хотя если это произойдет, мы можем получить более дешевый доллар и новый приток ликвидности в крипту. Поэтому мы будем детально изучать этот вопрос. В целом настроения на рынке остаются очень неопределенными, поскольку индекс страха и жадности находится на нейтральном уровне и периодически показывает значение меньше 50, что означает страх со стороны трейдеров. Но если взглянуть на график биткоина, мы увидим, что он уже третий раз тестирует восходящую линию тренда, которая сформировалась с начала этого года. И глядя на то, что биткоин сразу же начинал активный рост после тестирования этой линии, согласитесь, можно подумать, что стоит прямо сейчас бежать и открывать лонги. Но в крипте не все так просто, как кажется. Ведь если взять, например, буллран в марте, то он наступил не просто так, а этот рост спровоцировал банковский кризис в США и банкротство одного из самых крупных банков Америки SFB. В то время индекс доллара упал на 4,5%, а биткоин вырос на 56% и пробивал уровень 30 тысяч долларов. Следующий памп мы получили 15 июня после заявок на запуск спотовых биткоин ETF, из-за чего биткоин пробил новый максимум 2023 года. Но после роста почти до 32 тысяч биткоин начал падать, и сейчас он четко лежит на этой восходящей линии. Тем не менее, чтобы он смог начать рост, как это было в марте или в июне, нам нужны любые положительные факторы, будь то запуск биткоин ETF, который, кстати, по мнению аналитиков может запампить биткоин на 150 тысяч долларов, пауза от ФРС в сентябре или очередные покупки от Майкла Сейлора. Ведь сейчас мы находимся именно в таком положении, что даже одна хорошая новость сможет легко спровоцировать рост на 5, 10 или даже 20%. С эфиром ситуация немного похуже, потому что вот эта восходящая линия тренда, которая формировалась начиная аж с ноября прошлого года, была пробита и теперь эфир торгуется под ней. Конечно, когда во время долгосрочного тренда происходит что-то подобное, это может сигнализировать о дальнейшем падении, поэтому эфиру крайне важно удерживать уровень выше 1700 долларов. В таком случае, если вы долгое время накапливаете такие криптовалюты, как биткоин и эфир, а они, напоминаю, должны занимать большую часть вашего криптопортфеля, то данное падение можно использовать для покупки. Эта стратегия существует уже давно, и ее придерживается даже сам Майкл Сейлор. Если пробежаться по лидерам падения, то мы сможем увидеть такие монеты, как Shiba, Bitcoin Cash, Dogecoin, Uniswap, Arbitrum, и каждый из них потерял около 5% буквально за пару дней, а другие альты в принципе не отличались своим движением и продолжают оставаться в минусе. Также общая капитализация рынка крипты тестирует восходящую линию тренда, и в это же время индекс RCI говорит о сильной перепроданности, поскольку он находится на минимальном уровне. Тем не менее, это очень хорошее место для его отскока, как это было ранее, но все будет зависеть от следующей недели. Если на выходных крипта продолжит оставаться на своих локальных уровнях, можно будет ожидать, что со следующей недели начнется постепенное
постепенное восстановление, ведь многие ждали биткоин по 28 тысяч долларов. Но все же среди такого негативного настроения на рынке есть и хорошая новость, которая касается биржи Coinbase, поскольку SEC разрешила запустить торговлю фьючерсами на биткоин и эфириум. Аналитики назвали это еще одним поражением SEC и Гэри Генслера, потому что в то время как SEC ведет судебное разбирательство с Coinbase, она позволяет торговлю фьючерсами, к тому же не только на биткоин, а и на эфириум. И теперь можно считать, что для SEC эфир считается товаром, а не ценной бумагой. Подводя общие итоги, можно сказать, что последние 2 дня были реально самыми худшими для крипты. Альты находятся на дне, биткоин тестирует новые минимумы, а в воздухе висит усталость и некое отчаяние. Но давайте не забывать, что любой рынок цикличный, ведь после любого роста наступает падение, а после падения наступает рост. И так было постоянно. Поэтому паниковать точно не стоит, а лучше внимательно следить за всеми свежими крипто-новостями в нашем Telegram, где мы вас с нетерпением ждем, так что подписывайтесь. Дополнительно не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В комментариях задавайте любые вопросы, которые вас интересуют, и увидимся уже очень скоро. Вам хочу пожелать удачи и хороших выходных. Всем пока!